Ни для кого не секрет, что женщинам нужен уверенный в себе мужчина. Вы, наверное, слышали это много раз, особенно в моем районе, но вы, возможно, не знаете, как женщины оценивают уровень уверенности мужчины. Другими словами, женщины используют тонкости и уловки, чтобы оценить, насколько вы уверены в себе на самом деле. Если вы не пройдете эти тесты, а я взял слово «тесты» в кавычки, потому что это не такие уж сложные испытания, вас могут немедленно дисквалифицировать как потенциального партнера. Это похоже на естественный импульс, и когда это произойдет, пути назад уже не будет. Однако, если вы преодолеете их, вы не только привлечете ее, но она также будет активно пытаться вас соблазнить и заинтересовать. Это неплохо, поэтому, если вы хотите чему-то научиться, обратите внимание и посмотрите это видео. В нем я расскажу о 5 распространенных способах, с помощью которых женщины проверяют уверенность мужчины, и о том, как реагировать на каждый из них. Каждую неделю я буду делиться инсайдерской информацией о том, чего женщины на самом деле хотят в отношениях, выходя за рамки того, что они говорят, что хотят, а также о мгновенно эффективных методах привлечения всех женщин, которых вы хотите. Так что нажмите кнопку подписки прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одного видео. Давайте начнем. Это 5 распространенных методов, с помощью которых женщины проверяют уверенность мужчины. Тест на апатию. Этот тест прост, но большинство мужчин почти всегда его не проходят. В апатии женщина проявляет отсутствие интереса или ведет себя нарочито холодно, особенно в первые минуты общения. Если она не реагирует положительно на то, что вы говорите, может показаться, что она даже не обращает на вас особого внимания. Он не будет особо участвовать в разговоре, неохотно задавая вопросы и давая короткие ответы. Чтобы выиграть это испытание, будьте независимыми от своих реакций. Продолжайте разговор и даже немного пофлиртуйте. Со временем холодная девушка, вероятно, начнет активнее участвовать в разговоре и проявлять больше интереса. Дисквалификационный тест. Еще одним распространенным испытанием является дисквалификация, при которой женщина игриво высмеивает вас, дразнит или даже откровенно оскорбляет. Цель – увидеть, как вы справляетесь с негативными комментариями, демонстрируя свою уверенность в собственной значимости. Многие мужчины не проходят этот тест и сразу же теряют уверенность в себе, столкнувшись с чем-то негативным. Вместо этого сохраняйте уверенность и не позволяйте этим комментариям повлиять на вашу самооценку. Просто слушайте и сожалейте обо всех своих недостатках, что в любом случае ужасно. Он проигрывает тест, и теперь девочка выигрывает этот тест. У вас есть 3 варианта, 3 правильных способа ответить. Во-первых, если вы не можете терпеть оскорбление, возможно, что-то личное или крайне грубое, лучший ответ – высказать это. Скажите девушке, что такое поведение недопустимо, сделайте это спокойным и твердым голосом, не крича и не устраивая сцен. Просто скажите что-нибудь вроде «тебе не следует разговаривать с кем-то подобным». Другой вариант – проявить уверенность и двигаться дальше. Если она считает вас не ее типом, ответьте смехом и скажите что-нибудь вроде «посмотрим, посмотрим». Затем смените тему, как будто то, что произошло, не является для вас проблемой. Третий способ – ответить провокационным ответом, проявив интеллект и юмор. Это не только показывает уверенность, но и запускает серию шуток, способных усилить влечение и доверие. Что касается теста на лидерство, многие мужчины не осознают, что их проверяют. Женщины часто избегают сознательного принятия инициатив или решений. Если вы возглавите ее и возьмете на себя ответственность, она воодушевится и адаптируется, почувствовав себя в безопасности и счастливой. Если вы будете нерешительны и не проявите инициативу, она потеряет интерес. Наконец, ловушка ревности – это хитрая тактика. Если она говорит при вас о других парнях или флиртует, она проверяет, не ревнуете ли вы. Сохраняйте спокойствие, покажите, что вас нелегко убедить и что у нее есть конкуренты. Не попадайтесь в ловушку неприятия потерь, сохраняйте уверенность. Вот некоторые типичные модели поведения,
которые я наблюдаю у парней в ситуациях, когда они ругают других парней, тех, с кем разговаривают или с кем общаются. Такое поведение также подчеркивает их чистоту и качество, чтобы повысить их статус, пытаясь доказать, что они достойны похвалы девушки. Однако все эти шаги проистекают из неуверенности в себе, и женщины могут это чувствовать, даже если мужчины не думают, что они очевидны. Два лучших способа справиться с ловушкой ревности – это тактика, о которой я уже упоминал в этом видео. Если вы состоите в отношениях с девушкой и кажется, что она флиртует с другими парнями, подойдите к ней и спокойно, но твердо скажите, что вам не нравится такое поведение. Попроси ее измениться, особенно если она тебя действительно любит. Если она уважает вас, она изменит свое поведение. В противном случае, если он рассердится и продолжит вести себя так же, это может быть признаком того, что вы ему не очень нравитесь или что у него на уме другие проблемы. В этом случае важно серьезно пересмотреть отношения, но не забудьте дать себе время обработать информацию, прежде чем принимать решение. Второй способ справиться с ловушкой ревности – это тот, который вам следует использовать в большинстве ситуаций, особенно если вы не исключительный друг для друга. Мне просто все равно, что она говорит или делает. Если она упоминает других парней или флиртует с ними, оставьте это и продолжайте делать все, что хотите. Это покажет девушке, что конкуренция вас не потрясает, и подтвердит, что вы ценный мужчина, уверенный в себе и непоколебимый. Наконец, номер 5 в этом списке, вероятно, самый утомительный. Понятно, что ты стараешься добиться успеха и заставить большинство парней тебя ненавидеть. Однако важно заметить, когда девушка проявляет интерес и вдруг начинает вести себя холодно или продолжает подходить к играм. В этом случае вы словно играете с разумом других людей до следующего раза, что может утомлять и сбивать с толку. Если вам понравилось видео, не забудьте активировать уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и до скорой встречи!